Здравствуйте, мои дорогие раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, и расклад у нас сегодня на вторую половину месяца января. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Для тех из вас, кто продолжает ждать расклад на год, не переживайте, я обязательно расклад на год для вашего знака также сделаю. Я ничего не забыла, я все прекрасно помню. Следите за обновлениями на моем YouTube-канале, обязательно увидите видео про годовой расклад также. Сейчас мы делаем вот такие расклады на вторую половину месяца января. И я для вас, соответственно, сегодня тоже такое видео запишу. Пишите ваши комментарии, отзывы оставляйте. Я буду очень и очень рада прочитать ваши сообщения, ответить на них по возможности. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Я буду очень и очень рада. Итак, давайте посмотрим, что же здесь у вас есть. Первая карта, которая у вас выпадает, собственно, это карта пятерка мечей. Ну, такая интересная, скажем, карта, которая у вас есть, коварная карта, потому что она может иметь как положительный, так и отрицательный результат, но с позитивной стороны она означает, что у вас есть цель, которую вы хотите достичь, и настолько сильно готовы ее достичь, что вы можете идти на любые для этого жертвы. С другой стороны, в негативном аспекте эта карта, она может показывать, что вам нужно быть осторожными в выборе методов и средств для достижения желаемого, потому что иногда она также символизирует нахождение у власти или победу, но когда вы использовали сомнительные или какие-то неэтичные методы, чтобы к этой победе прийти, таким образом пятерка мечей, она в некотором роде задает вопрос, оправданы ли затраты, оправдывает ли цель средства, которые будут для этого использованы. То есть вам нужно быть в целом осторожнее с вашими желаниями, вашими целями. И здесь же у вас есть колесо фортуны, то есть в вашей жизни грядут значительные перемены, они уже не за горами, здесь будет какое-то стечение обстоятельств для вас, скорее всего, какое-то важное, судьбоносное. Здесь же карта сила, то есть карта мужества, смирения, силы, может быть, возможности преодолеть какие-то препятствия, пройдя через которые вы станете сильнее и мудрее. То есть вы имеете смелость преодолеть перемены в жизни и смело встретить их лицом к лицу. И здесь же у вас выпадает, в принципе, много старших арканов, да, потому что есть еще и карта страшный суд. Это судный день, это момент расплаты. Она символизирует, что, может быть, кто-то из вас переживает здесь какой-то важный такой период, когда вы находитесь на пороге довольно серьезного жизненного перехода, жизненного изменения. Это ваш призыв признать и взять на себя ответственность за те решения и за те действия, которые вы уже предприняли в прошлом, или также то, что вы планируете делать в будущем. Возможно, вы что-то планируете сделать по-другому, потому что независимо от того, какая карта здесь выпадает, какая карта используется в данном случае, да, но здесь в любом случае показаны люди, которые как восстают. Да, возможность восстать. Архангел здесь трубит свое рог, и здесь призыв к восстанию, призыв к возрождению, к обновлению, призыв признать свою собственную жизнь, взглянуть ей в лицо, свои какие-то ошибки или, может быть, свои какие-то здесь решения в прошлом, и двигаться дальше к свободе, к воле. Возможно, вам здесь дается возможность остаться тем, какие вы есть, это повлечет за собой последствия, или поменять что-то, изменить что-то в своей жизни и двигаться в другом направлении, потому что вам нужно здесь признать, что есть что-то, что вы уже сделали, и двигаться при этом в другом направлении, понимая, что вот в прошлом были какие-то, возможно, ошибки, их нужно просто принять, признать, понять, что вот они имели место быть, прожить их. Дальше идет снова старший аркан, кстати, карта правосудия. Карта правосудия, карта справедливости, карта справедливого решения и справедливого, может быть, действия, которое от вас ожидают другие люди. Здесь карта правосудия может говорить также о каких-то законных вопросах, так, о судах, о правосудии, о каких-то юридических моментах, юридических вопросах, в которые вы вовлечены. Поэтому, да, правосудие. Возможно, сейчас секундочку, подумаю немножечко, что же здесь может быть еще. Правосудие. Создается впечатление, что некоторые из вас находятся на своего рода перепутье, когда появляется возможность признать
прошлое, признать ваши прошлые решения и действия, которые были в прошлом, возможно, те поступки, которыми вы не совсем гордитесь, или те, о которых вы сожалеете. И эта карта, она призывает вас быть честными в отношении своего прошлого опыта и своего выбора в прошлом. Но это должно сопровождаться таким вынесением приговора, потому что есть эта карта справедливости, да, верховенство права. Справедливость — это, знаете, ли это тот путь, по которому вы идете, и, возможно, это может быть таким признанием того, что вы сделали что-то, чем вы не гордитесь, как вы сами могли повлиять на эту ситуацию своими поступками, своими действиями. И суд — это такая возможность искупиться и подняться выше, двигаться в другом направлении, сделать какие-то свои выводы и делать по-другому. То есть здесь опять-таки важность перехода и движения в другом направлении, будь то юридическая ситуация, финансовая ситуация или даже ситуация в отношениях, но это означает, что вы здесь, ну вот как будто сами способствовали возникновению этой ситуации. И теперь вы хотите жить по-другому. И таким вот образом здесь есть возможность это сделать. То есть, да, возможность это сделать с картой правосудия. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Карта 8 жезлов, карта 3 жезлов. Карта 8 жезлов, 3 жезлов. Давайте еще. Карта шут. Возможно, вам хочется продвинуться как можно быстрее по новому пути, то есть двигаться в новом направлении быстрее, потому что это скорость, 8 жезлов, и шут — новое начало. Вы хотите здесь в будущем роста и расширения, но также вам нужно быть осторожными, потому что есть эта 5 мечей у вас в самом начале. Вам нужно определиться со своими мотивами, да, и своими методами, насколько ваши цели действительно здесь оправдывают те способы, которыми вы их достигать будете, эти ваши цели. То есть не причинит ли этот способ, эти средства какие-то, которым вы достигаете целей, другим людям? Не принесет ли это какой-то сопутствующий ущерб для других людей? Возможно, вам нужно здесь, не знаю, покинуть какое-то место или работу, или какого-то человека, и вы ничего не можете с этим сделать, да, но вот знаете, как вы ничего не можете с этим сделать. Давайте подумаем, что еще. То есть, 5 мечей. Такое сильное желание получить что-то, да, получить сильное желание, какую-то вашу мечту, вашу цель, но это может причинить вред кому-нибудь из вашего окружения. Иногда вы можете так поступить, иногда это происходит из лучших побуждений. Например, нам нужно, допустим, там, не знаю, как я уже говорила, там, расстаться с каким-нибудь человеком. Иногда вы ничего с этим сделать не можете. Но в любом случае, вот эта карта, эта 5 мечей, она дает очень сильное чувство, что хорошо, мы все хотим того, чего хотим, да, и достигаем этого теми методами, какими хотим, но все равно нужно быть осторожнее, минимизировать, может быть, какие-то негативные последствия, которые здесь могут быть, и все-таки действовать порядочно и прозрачно, то есть исходя из законов морали, этики, привести к минимуму какие-то негативные аспекты, здесь негативные моменты, сохранить человечность, сохранить честь в данном случае, в том, как вы себя ведете или как вы достигаете этих поставленных целей. Потому что здесь вот есть огромная возможность пойти по другому пути или по какому-то, может быть, неверному пути, да, нужно опять-таки разобраться, что для вас здесь важно, и постараться действовать, исходя из норм морали и законности. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть. Есть 2 мечей, есть туз жезлов, да, и у нас есть колесо фортуны, которое выпадало после 5 мечей по этим картам. Но в целом, давайте подумаю сейчас еще немножечко, что здесь может быть. 3 кубков. Выбор — непростое решение. 2 мечей, которое вам нужно будет принять как на интуитивном уровне, так и на каком-то практическом уровне. Вам нельзя откладывать это на потом, хотя есть желание отложить на потом принятие решения. И этот туз жезлов, который есть, и 3 кубков, хорошие карты, новый захватывающий путь показывают, новый путь, который уже здесь у вас. И ваш круг общения, там, люди, с которыми вы общаетесь, друзья, они могут играть важную роль в принятии этого решения, чтобы вам помочь справиться с какими-то трудностями,
которые связаны с принятием этого решения или с последствиями этого решения. То есть некоторым из вас предстоит сделать непростой выбор. Это может быть моральный или этический выбор, и он довольно сложный. Возможно, некоторым из вас нужно будет сделать выбор, который потребует баланса между имеющимися у вас уже обязательствами или, как вам кажется, практическими соображениями, и тем, что, собственно, вы хотите. Так, давайте подумаем еще. Да, тройка кубков. Тройка кубков, карта мира. Здесь для некоторых из вас может означать какую-то смену места жительства, путешествия или переезд. И для вас важно здесь принять это важное решение, расстаться, возможно, с какими-то вещами. И это даваться вам может достаточно тяжело, но для вас это как новый цикл, новое начало, нового этапа, вернее, да, потому что старый цикл заканчивается, подходит к концу. И вам нужно двигаться дальше, вам нужно расти, нужно развиваться, нужно начинать совершенно новый путь, потому что здесь есть эта карта суда, когда вы переосмыслили какие-то вещи, что-то поменяли в своем отношении, как будто бы переродились, возродились. Да, это колесо фортуны, для этого самый благоприятный сейчас период, соответственно, происходит. И в этот период эти действия нужно совершать. И тут же есть еще и карта сообщества, дома, карта семьи, брака. Возможно, вам кому-то из вас нужно задуматься о вступлении в брак, потому что есть эта 4 жезлов. Здесь есть неожиданная возможность для перемен, для того, чтобы с кем-то съехаться, кому-то переехать, с кем-то снять совместное жилье, если вы жили раздельно, допустим, и съехаться. Возможно, здесь, правда, кто-то оказывает важное влияние или поддержку в принятии решения важного, или ободрение дает вам в принятии какого-то решения, как-то помогает в этих переменах. И это кто-то из вашего окружения, с кем вы живете в одном доме. Возможно, они как-то вас подталкивают к этому новому жизненному пути, к этой перемене важной для вас. Для кого-то это что-то касающееся отношений, для кого-то работы. Но в любом случае, чего бы ни касалось, собственно, да, такое сочетание, но перемены будут для вас достаточно важными, достаточно значимыми. Итак, давайте посмотрим еще, что здесь есть. Интересно, да, есть 9 кубков, есть 10 пентаклей, 5 пентаклей. То есть вам не обязательно, знаете, тут есть эта 9 кубков и 10 пентаклей, говорит о финансовом, материальном изобилии, о обладании какой-то долгосрочной безопасностью и стабильностью, которая позволяет чувствовать себя уверенно и спокойно, и не слишком беспокоиться о будущем. Но при этом здесь же 5 пентаклей, как уход от дефицита или нехватки, финансовое, материальное, эмоциональное, то есть от любого недостаточного вы уходите, и вам открывается возможность пойти по новому пути, где вы будете в большем достатке, что ли, да, где вы не будете чувствовать неуверенности, где вы будете чувствовать, что вы, знаете, как будто бы находитесь в состоянии изобилия, достигаете успеха именно благодаря сосредоточенности, усердию, может быть, настойчивости. Может быть, да, здесь какие-то значительные перемены происходят, касающиеся вашей семьи. Кстати, опять-таки, колесница, может быть, смена, связанная с переездом, с какой-то сменой места жительства или какими-то важными вопросами, касающимися переезда. Но в любом случае вы здесь освобождаетесь от ранее тяжелой или какой-то ограничивающей энергии, которая у вас была. И да, возможно, кто-то был не совсем честен, может быть, кто-то скрывал что-то, и вы с такой ситуацией столкнулись. Но знаете, это выходит на свет, это выходит наружу, и это полностью освобождает вас от тяжелого бремени. Вы освобождаете себя от этого бремени путем принятия ответственности за свой выбор, за свое решение, за свои действия, как прошлое, так и будущее, и движетесь в этом направлении. Это как будто бы вы себя, не знаю, груз сбрасываете тяжелый, да, и двигаетесь дальше. И причем хорошие карты выпадают. 10 пентаклей, 9 кубков, 4 жезлов. Что-то, что делает вас счастливее, что-то, что дает вам больше чувства стабильности, мира, гармонии, порядка в тех отношениях, в которых вы находитесь, или в вашей, в принципе, личной жизни, вашей личной ситуации. Достаточно неплохие карты у вас на самом деле. Раки выпадают на вот этот период, на эти 2 недели, то есть вторая половина месяца
месяца января. С этим я вас поздравляю, желаю всем всего самого наилучшего. Не забудьте оставить комментарий под этим видео, оставить лайк, если это будет возможным. Также подписаться, если вы вдруг впервые зашли на мой YouTube канал и вам оказался этот расклад интересен, полезен и чем-то резонирует с вашей ситуацией. Прощаюсь с вами, желаю всем всего самого-самого хорошего. До скорого!